Смарт-браслет от Xiaomi, который имеет большой AMOLED-экран на 1,74 дюйма с частотой обновления экрана до 60 Гц, поддержку технологии Always On Display, функцию автоматической регулировки яркости, поддержку более 150 видов тренировок, встроенную GNSS-систему, фирменное удобное крепление ремешков, стильный дизайн, мониторинг пульса, SPO2 уровня стресса в автоматическом режиме 24/7, мониторинг сна, и это только малая часть того, что можно прочесть в рекламе к смарт-браслету Xiaomi Smart Band 8 Pro, хотя по размеру уже почти как смарт-часы. Но все ли так хорошо у данной модели в глобальной версии, как заявляет сам производитель, я вам сейчас, разумеется, расскажу. Распаковка. В этом обзоре я расскажу вам о глобальной версии данной модели. Кому интересно посмотреть на китайскую, смотрим по ссылке в описании. Поставляется же глобальная версия в такой же упаковке, что и китайская, только теперь на ней не китайский язык. Коробка из плотного, но хорошего картона, на упаковке также есть название и изображение модели, пришла она целой. Упаковка хорошая, в комплекте мы имеем сам фитнес-браслет, руководство, ремешок и магнитное зарядное устройство с двумя пинами. Вес устройства 38 грамма, а габариты 33 на 46 на 11,5 мм. 7 обзоров в неделю выгружаю, ежемесячно разыгрываю 5 Mi Band 8 серии за лайк, подписку и комментарий к любому видео. Не забудьте подписаться на канал с колоколом и не забудьте, что 18 числа на Али начинается сейл, хотя в принципе распродажи на Али ежемесячно, просто сейчас они еще иногда и промокоды на баллы дают, притом даже старым пользователям, поэтому следите за телегой. Приобрести Xiaomi Smart Band можно в черной и серебристой расцветке. Внешне глобальная версия от китайской не отличается. Лично как по мне, что у обычной восьмерки, что у Pro версии действительно отличный дизайн, как для смарт-браслетов. Корпус выполнен из пластика с глянцевым марким покрытием, но отпечатки пальцев на корпусе практически незаметны. Ремешок выполнен из TPU, тактильно он приятный, дискомфортно не доставляет. Охват запястья от 135 до 205 мм. Застежка удобная и надежная, браслет с запястья не слетает, даже при занятии спортом. Крепление ремешка обновленные, куда удобнее, чем в прошлой модели. При носке Smart Band 8 Pro не ощущаются, спать в нем комфортно, ремешок не натирает и запястье под ремешком не потеет. На корпусе расположили надпись Xiaomi, 2 контакта для зарядки и датчики мониторинга здоровья. На этом в принципе все. Летим дальше. Здесь установлен AMOLED-дисплей на 1,74 дюйма с разрешением 480 на 336 пикселей, частотой обновления экрана до 60 Гц. Система работает отлично, никаких сильных подвисаний или фризов я не наблюдал. Интерфейс, разумеется, доступен на русском языке, шрифт хорошо читабельный, да и перевод корректный. Плотность пикселей 336 ppi. Автоматическая регулировка яркости на борту, и работает она корректно и шустро. Время до отключения экрана можно настроить максимум до 60 секунд, яркость до 880 люксов по моим замерам. При прямом попадании света на экран яркости хватает за что плюс, но не с включенным AOD, так как AOD не яркий. Вы ощущаете, мы уже в 2024 году по 1000 люксов на браслетах имеем. Вау, не все смарты так могут. Полноценный Always On Display работает в смарт-режиме или по расписанию, его стиль зависит от установленного циферблата. А также есть несколько предустановленных стилей AOD, которые можно слегка персонализировать. При повороте запястья с включенным AOD экран загорается, и данная функция активации экрана срабатывает довольно быстро. Далее функция «Экран всегда включен», можно настроить ее до 20 минут. Отмечу, что есть функция для выключения экрана накрытием ладонью, что удобно, функция включения экрана тапом, установка пароля и режим «Не беспокоить». По свайпам с главного экрана сверху вниз уведомления, к слову, есть индикатор уведомлений на главном экране в виде красной точки, что удобно. Слева направо и наоборот виджеты, но первый свайп слева направо — это переход к панели быстрого доступа. Виджеты выполнены по системе ячеек, и максимум можно добавить на экран 3 ячейки. Персонализировать виджеты можно, как и сортировать меню. Свайп же снизу вверх отвечает за переход к меню. В меню есть все необходимое: активность, измерение пульса, кислорода в крови, уровня стресса, мониторинг сна, оценка витальности, тренировки, журнал тренировок, погода с подробным прогнозом, календарь, будильник, который можно установить прямо с браслета, фонарик, женское здоровье, дыхательные тренировки, приложение для фокусировки, поиск телефона, события, мировое время, Bluetooth-кнопка для удаленной фотосъемки с таймером, которая работает не со всеми Android-устройствами, фонарик с 2 режимами, секундомер и таймер. Но в фоновом режиме может работать только секундомер. Для регулировки громкости и переключения треков, воспроизведенных на смартфоне, предоставили музыкальный плеер. В китайской версии были предусмотрены
предустановлены приложения, заточенные под Китай. В глобальной версии, разумеется, их вырезали, как и некоторый функционал. Далее, Bluetooth версии 5.3, NFC нет, и исходя из этого нет приложения Cards. Тренировок на борту более чем достаточно, ко всему есть отслеживание плавания, автоматическое определение активности, курсы бега, анимация во время некоторых тренировок и небольшое количество настроек для тренировок. GPS-навигация отрабатывает плохо. Да, местоположение определяется около 10 секунд, довольно быстро, но маршрут строится плохо, и отклонение в маршруте на данный момент на данной прошивке заметное. Во время тренировки есть возможность пользоваться музыкальным плеером, но вот свернуть ее для работы в фоновом режиме невозможно, что тоже неудивительно. Далее, измерение пульса работает в смарт-режиме или в постоянном с периодичностью минимум в 1 минуту. SPO2 работает в перманентном режиме. Также есть круглосуточный мониторинг уровня стресса, который можно измерять вручную, как и остальные показатели. В плане мониторинга за показателями здоровья Smart Band 8 Pro показал себя хорошо. Я бы даже сказал, если сравнивать с тем, как отрабатывает китайская версия на своей прошивке, в глобальной версии мониторинг стал заметно корректнее. Опять же, разница не между двумя версиями, а между старой и новой прошивкой. По мониторингу сна в целом все так же хорошо. Далее, входящий звонок можно только сбросить, ну или ответить на него, воспользовавшись заготовками. Уведомления приходят моментально, отвечать на них нельзя, и быстрых ответов не завезли, к сожалению. Иконки приложения отображаются, а вот смайлики не отображаются. Вибромотор тактильно приятный, но я бы не назвал его топовым. Хорошо, что можно выбрать силу вибрации или создать свою кастомную через приложение. Летим дальше. Емкость аккумулятора 289 мАч, полный цикл зарядки занимает 1 час 20 минут. В активном сценарии использования со всем мониторингом здоровья, но без включенного АОДа, их хватает на 7 суток. Режим энергосбережения у смарт-браслета есть. Далее, водонепроницаемость класса 5 атмосфер. Разумеется, протестировал их на водонепроницаемость, по итогу с ними ничего не произошло. Весь функционал остался рабочим, плавать с ними можно, как принимать душ, но не в соленой воде. А также не советую ходить вместе с ними в баню или прыгать в прорубь, потому что перепады температур никакая электроника не любит. В приложении Mi Fitness Xiaomi Smart Band 8 Pro подключаются без проблем к нему и, разумеется, с регионом Россия в приложении. В приложении Mi Fitness есть 4 основные вкладки, такие как здоровье, тренировка, устройство и профиль. В настройках смарт-браслета есть магазин циферблатов, к примеру, есть динамические, персонализированные, многофункциональные, и любую фотографию на заставку, разумеется, можно установить. Также есть настройка мониторинга здоровья, настройка напоминаний, приложений, стандартные настройки для устройства. Минусы: нет возможности отвечать на уведомления хотя бы заготовками, наверное, это добавится. Не отображаются смайлики, и также к минусам я отнесу цену, не на распродажах. Цену можете посмотреть по ссылке в описании к видео, не забудьте подписаться на телеграм-канал скидок, там сейчас сейл и много всего полезного и интересного, взаимопомощи и мой личный телеграм-канал по ссылкам в описании. Резюмирую, Xiaomi Smart Band 8 Pro крутой смарт-браслет, но лично я бы покупал просто 8, так как есть Pro-версия, это плюс-минус то же самое, только экран больше, а цена заметно выше. Сильных изменений по прошествию 5-6 месяцев с моего обзора на китайскую версию лично я не заметил. От меня девайсу скромная, да, потому что хотелось чего-то бы большего. Добра и удачи вам, дорогие друзья!